Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим ложную беременность у собак. Данный вопрос очень актуален. Очень часто у сук бывает ложная беременность, и это одна из особенностей псовых. Я сейчас не буду подробно останавливаться на физиологии этого процесса. Об этом поговорим в одном из последующих видео. Скажу лишь, что ложная беременность у собак – это не болезнь. Это физиологический процесс, и вылечить ее никак нельзя. И если сука пропустовала, то ложная беременность бывает практически всегда. Просто у одних сук это явление протекает незаметно, а у других это может быть очень бурно проявляться. Как я уже сказал, что само по себе это явление не опасно. Как правило, признаки мнимой беременности проходят даже сами по себе в течение 2 недель. Опасность здесь кроется в том, что если у суки очень часто бывает ложная беременность, то в результате образования молока в молочной железе, как правило, очень часто возникают маститы. А частые маститы значительно увеличивают риск возникновения онкозаболеваний молочной железы. Если у суки ложная беременность протекает очень выраженно, то это очень часто приводит к лечению и гормональными препаратами. И как следствие этого достаточно часто наблюдается нарушение обмена веществ и даже гормональные нарушения. Если у сук очень часто наблюдается ложная щенность, то многие врачи рекомендуют радикальный метод – кастрацию. Нет яичников, нет течки, нет и ложной беременности. Многие владельцы не хотят делать кастрацию. Это их право на выбор. Но тогда как найти выход из этой ситуации? И есть ли он вообще как таковой? В принципе, да, есть. И основан он на знании физиологии собак. Как я уже сказал, что ложная беременность у сук – это видовая особенность собак. И это физиологичный процесс. Такое явление, как ложная беременность, в дикой природе крайне необходимо для выживания вида. Ведь в стае размножается только доминирующая самка, а у остальных самок вырабатывается молоко в результате ложной щенности. Это есть гарантия того, что щенки выживут в любом случае. Будь то недостаток молока у самой альфа-самки в результате недостаточного питания или ее длительного отсутствия на охоте, щенков будут кормить самки, у которых есть молоко. Ведь как раз наличие молока и есть главное предназначение ложной щенности. Если же в природе наблюдается острый дефицит кормов и стая испытывает голод, то уменьшается и количество щенков в помете. И у многих сук при этом ложная щенность не развивается. А зачем? Ведь кормить-то все равно некого. То есть в этом случае включаются механизмы выживания стаи в неблагоприятных условиях. Как видим, природа все очень рационально продумала. Эти механизмы мы должны знать и использовать их в профилактике ложной щенности. И тогда ложная щенность не будет большой проблемой ни для суки, ни для ее владельца. И владельцу не придется возиться с устранением симптомов ложной щенности у своей любимицы. Тем более, что это абсолютно и не сложно. Что для этого надо? Перво-наперво надо вести мониторинг половых циклов своей собаки. Если увидели, что у собаки началась течка, то на 10-12 день от начала течки надо отсчитать 9 недель вперед и отметить это число в календаре. И ровно за неделю до этой даты вы должны перейти на более легкий рацион. Рекомендуется уменьшить рацион вдвое. И при этом наращивается физическая нагрузка. Не так, чтобы давать какие-то чрезмерные нагрузки, но физических нагрузок должно быть больше, чем обычно. А за пару-тройку дней до намеченного срока собаку лучше вообще не кормить. Количество воды тоже урезается примерно вдвое. Это для того, чтобы не вырабатывалось молоко. Обычно суки, у которых есть ложная беременность, любят усыновлять какие-то мягкие игрушки, тапочки и прочее. Поэтому это все тоже убирается от суки подальше, чтобы не было ничего, что могло спровоцировать и усиливать ложную беременность. Сразу скажу, что ни уменьшение рациона в 2 раза, ни 2-3-дневное отсутствие пищи не оказывает отрицательное влияние на здоровье собак. И оно собаками переносится не так тяжело, как у людей. Сразу предупреждаю об этом. А то в таких случаях владельцы это все начинают примерять на себя. И начинают жалеть собаку. Не надо это делать. Это будет медвежья услуга собаке. Это первое. А второе, вы должны помнить, что частое лечение маститов, в частности, и ложной беременности в общем, не такое уж безобидное занятие. Как я вам уже сказал, что ложная беременность встречается у всех собак, но проявляется она у всех по-разному. У кого-то почти совсем незаметно, у кого-то ярко выражено. Поэтому и рекомендации, что касается количества корма, голодной диеты и физических нагрузок,
в каждом конкретном случае будут варьировать. Это надо подбирать индивидуально, в зависимости от того, насколько интенсивно ложная беременность протекает у вашей собаки. Этими приемами, как правило, очень хорошо владеют заводчики, которые профессионально занимаются разведением собак много лет. Ведь у племенных собак ложная щенность тоже очень часто встречается. Ведь вяжут же их не постоянно, некоторые течки и пропускаются. А советы по кастрации для них категорически неприемлемы. Заводчики очень хорошо знают физиологические особенности своих собак и всегда подбирают оптимальный вариант, чтобы ложная беременность проходила без всяких последствий. И я думаю, что было бы очень интересно для начинающих владельцев собак или тех, у которых еще мало опыта по профилактике ложной щенности, если бы опытные владельцы собак со стажем поделились в комментариях видео своим опытом, как они решали эту проблему и подбирали правильный режим для своих любимец. Как правило, если придерживаться этих рекомендаций, то проблема ложной щенности как таковая редко причиняет большой дискомфорт. Поэтому на вопрос, а стоит ли кастрировать из-за того, что у собаки бурно протекает ложная щенность, то я бы сказал так, что если это единственная причина, по которой вы хотите сделать кастрацию, то я бы рекомендовал сначала последовать советам, которые изложены в видео, а уже потом принимать решение. Уверен, что больше чем 90 случаев ложная щенность перестанет быть проблемой. Но если у кого-то не получается следить за половыми циклами своей собаки и допускается очень частое и бурное протекание ложной беременности и последующее лечение, то тогда кастрация, наверное, будет все-таки наиболее оптимальным решением. В последующих видео я расскажу вам, как бороться с ложной беременностью, если она все-таки возникла. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!